Друзья, приветствую вас на канале Записки пользователя или вы гениальный кулинар. Меня зовут Пульхирия. Сегодня мы с вами приготовим клубничный зефир по заварной технологии. Отличительной чертой этой технологии является быстрота и простота приготовления, а также зефир, приготовленный по этому методу, стабилизируется очень быстро. И кроме того, по этой технологии зефир получается у всех и всегда, даже у новичков. Этот вкусный зефир у нас будет в необычной подаче, в вафельных стаканчиках, и по своему виду будет очень напоминать мороженое. А приятным бонусом для вас будет то, что я дам рецепт с минимальным содержанием сахара. Друзья, у меня на канале есть рецепт клубничного зефира, приготовленный совершенно по другой технологии, а именно классической. И у вас есть уникальная возможность приготовить клубничный зефир по двум технологиям, сравнить их. Какой вид зефира вам нравится больше? Пишите в комментариях. Все виды зефира у меня собраны в плейлист «Зефиры». И я думаю, что каждый там найдет свой зефир, который будет у него фаворитом. И, возможно, далеко не один. Подписка, лайк. Приступаем. Для его приготовления нам понадобится клубника в свежем или замороженном виде 270 граммов. Мы из него получим 250 граммов клубничного пюре. Белки яиц 85-90 граммов. Это белки яиц первой категории 3 штуки. 2 порции сахара. 1 порция сахара на 270 грамм. Порция сахара пойдет для агарового сиропа. Другая порция сахара на 65 граммов. Мы будем добавлять белки яиц. Агар-агар силой 910 граммов. Нам понадобится глюкозный сироп 65 граммов. Друзья мои, если у вас нет глюкозного сиропа, его можно заменить сахарным инвертным сиропом. Если у вас нет ни того, ни другого, то добавьте 65 граммов сахара в порцию из 270 граммов сахара. Для чего применяют глюкозный или сахарный инвертный сироп? Для того, чтобы продлить срок хранения нашего зефира, для того, чтобы он не образовывал сахарную корочку и не засахарился. И еще нам потребуется 1 грамм соли и 1 грамм лимонной кислоты. Кроме этого, нам потребуются вафельные стаканчики. Стаканчиков объемом 100 мл надо примерно 10 штук. Вафельные стаканчики свободно продаются в магазине для кондитеров. А также нам потребуется горький шоколад 80 граммов. У меня шоколад 70% и 10 мл растительного масла без запаха. Подготовим инвентарь. Нам потребуется кондитерский мешок большого размера из плотного материала. В него надо ставить насадку «Звезда». Самые популярные насадки – это 1М, 1Б. Выбирайте на свой вкус. В кондитерский мешок надо поставить высокий стакан. Кроме этого, нам потребуется лопатка или шпатель, которым вы будете перекладывать готовую зефирную массу в кондитерский мешок. Итак, приступаем. Клубнику пробиваем блендером до однородности, до получения однородного клубничного пюре. Клубничное пюре пока отставляем, вот такое оно получилось, и займемся вафельными стаканчиками. Шоколад растапливаем на водяной бане или в микроволновой печи короткими импульсами. Теперь добавляем растительное масло и все тщательно перемешиваем до однородности. Теперь промазываем дно и нижнюю часть стенок стаканчика растопленным шоколадом. Это мы делаем для баланса вкуса. Горький шоколад очень хорошо сочетается со сладким зефиром. Так поступаем со всеми стаканчиками. Все стаканчики готовы к отсадке зефира. Теперь в дежу миксера добавляем все белки, порцию сахара из 65 граммов, лимонную кислоту и соль. Если у вас планетарный миксер, то мы будем одновременно варить сахарно-ягодно-агаровый сироп и взбивать белки яиц до устойчивых стойких пиков. Если у вас миксер ручной, то предварительно до варки сиропа
Взбейте белки яиц. Для сиропа нам понадобится 100 мл воды. Добавляем агар и включаем на средний нагрев. И непрерывно мешаем. Дожидаемся образования геля. Агар превратился в гель. Добавляем сахар и тщательно его размешиваем. И теперь можно добавить, кто его использует, глюкозный сироп или инвертный сироп. Яичные белки мы взбиваем весь процесс варки сиропа. И к моменту готовности сиропа яичные белки должны взбиты быть до устойчивого состояния стойких пиков. Сейчас добавляем клубничное пюре и горячий сироп, который достигнет температуры 106 градусов. Мы будем вливать белки яиц, которые в это время будут в готовом состоянии, но будут продолжать взбиваться. У кого нет термометра, то после закипания и появления пузырей по всей поверхности варит ровно 5 минут. Белки уже находятся в устойчивом состоянии. Теперь миксер включаем на скорость 2/3 от максимальной и продолжаем взбивать. Сироп во время варки мы непрерывно мешаем. При достижении температуры 106 градусов Цельсия ягодный сироп снимаем с плиты, плиту выключаем и заливаем сироп, взбивающийся в это время белки. Ягодный сироп вливаем не широкой струйкой, не попадая на венчик. После того, как влили весь сироп, миксер включаем на полную скорость и взбиваем до охлаждения зефирной массы до температуры 45-50 градусов Цельсия. Зефирная масса готова к отсадке. Перекладываем ее в кондитерский мешок. Стараемся делать это достаточно быстро, потому что температура стабилизации зефира 40 градусов. Но однако не суетимся, мы все успеем сделать. Теперь отсаживаем зефир, наполняем стаканчики, а сверху делаем вот такой завиток, макушечку, чтобы было похоже на мороженое. Итак, мы с вами заполняем все стаканчики. Из этого количества зефирной массы обычно получается 10 стаканчиков. Друзья мои, мы отсадили весь зефир. И чем хорош зефир в стаканчиках, тем, что не надо ждать стабилизации. Его можно есть сразу же. Но стабилизация у нас при этом методе изготовления очень быстрая. И сейчас мы с вами будем дегустировать. Посмотрите, насколько похоже на мороженое. И если вашим детям нельзя есть холодное, нельзя есть мороженое, вы можете им предложить такую альтернативу. Я думаю, что они будут очень довольны. Друзья мои, мы с вами очень быстро приготовили этот замечательный, удивительно вкусный, я бы сказала, с волшебным вкусом клубничный зефир. И я думаю, что равнодушно к этому зефиру никого не будет. И у вас есть возможность сравнить два вида зефира, клубничных, но приготовленных по разной технологии. Зефир у нас прекрасно получился, и у вас обязательно получится, потому что вы гениальны. Приятного аппетита, друзья! Готовьте с удовольствием. Ставьте лайки и делитесь этим видео со своими друзьями в социальных сетях. А с вами была Пульхерия. До новых встреч, друзья, в новом видеорецепте. Пока-пока!